Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Пламен Пасков на связи. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу, дай бог, солнечную и дай бог не замерзающую аудиторию. А даже если и замерзающие, это вдвойне, скажем так, ценнее, что люди все равно хотят информироваться, послушать, о чем мы будем обсуждать, потому что, надеюсь, время их холода и, скажем так, немирное небо над головой приходит к концу. Ну, по крайней мере, в рамках следующих 30 дней. Примерно так. Ох, как заинтриговали. Будем раскрывать, конечно, эту тему, действительно. Сегодня поговорим о рамсах Трампа, о том, как он, собственно, уже себя ведет и будет вести на Давосе. Это, конечно, очень важно, это очень интересно с точки зрения глобалистов, не глобалистов. Война сейчас в самом разгаре, вот такая мощная политическая. Война в Украине, как бы видите, не мешает, наоборот, как бы помогает Трампу, говорит, выбирайте, Гренландия или Украина, Европа, что это вы тут? Ну и там, конечно, вот просто разброд и шатание. Уже пишут о том, что НАТО без США. В общем, это все, конечно, мы обсудим. У аудитории, конечно, морозная аудитория. Уже депутаты Киевсовета ноги ломают. Да? Там своя война. К мэру Днепра пришли с обысками из-за мусора. А ведь только вот буквально там 20 дней назад или там чуть больше, чуть меньше говорил мэр Днепра. Говорит, ухылянты виноваты. Едят вот это заказывают, с мусором не можем совладать. Вот приехала полиция к нему помогать с мусором совладать, и сразу режим стал плохой. Вообще такая парадоксальная штука, вот как у Тимошенко, да? Только ее прищучили, схватили, подставили крепко. Она говорит, фашистский режим. Только к мэру Днепра пришли, говорит, вот это все трындеж по поводу едности, по поводу всего. Сразу как-то все прозревают, когда к ним товарищ майор, ну или прокурор приходит. В общем, очень интересный сегодня будет эфир, и с точки зрения перспектив завершения этого безумия, потому что чем ближе конец, тем больше безумия. QR-код, который видите на экране, возможность поддержать канал и на экране написать вопрос. В сообществе YouTube анонс нашей встречи, там в комментариях собираются вопросы, ну так, заблаговременно. Чат трансляции подключим вживую в самом финале и в самом начале тоже подключим. Опрос сегодняшнего эфира вот такой. Кто кого? Трамп глобалистов, глобалисты Трампа, будет некая боевая ничья. Ну, то есть, навешают тумаков друг другу, разойдутся. Или будет некая третья сила, так называемая темная лошадка. Потому что пока вот они друг с другом выясняют отношения, кто-то вынырнет неожиданным образом. Ну, какой-то союз, какие-то договоренности. Все поглядывают на Китай, не понимают его, почему он мешкает. Россия тоже очень интересно выглядит на этом фоне. Лавров сделал свежее заявление буквально перед нашим эфиром. Говорит, слушайте, единственная западная страна, которая что-то реальное предложила по завершению украинского конфликта, это США. Поэтому, ну, фактически так вот, не прямо с экивоками, ну, гренландские вот эти, как бы, поползновения Трампа, ну, Россия поддерживает. Почему? Давайте. Почему нет? Вперед. Ей это очень выгодно, признают многие. Как бы вы ответили на вопрос на фоне этого Давоса? Так а кто кого? Пламен. Ну, насчет Давоса, скорее всего, ответ 3, а насчет, скажем так, среднесрочной перспективы, то есть конец Четвертой мировой войны, примерно 34-35 год или чуточку позже, третья сила. Третья сила. То есть, вот так, из ваших ответов, на самом деле все верны, потому что первое и второе это будут, скажем так, эпизоды, ну не Давоса именно этой Четвертой мировой войны, а третье это, ну скажем так, на уровне Давоса и до конца этого года, а вот конец войны, большой, глобальной, это уже четвертый ваш ответ. Ну, посмотрим. Зрители, они там, естественно, нам помогут с голосом народа, голосом Божьим, что называется, в конце. Да, друзья, мы подведем итоги в конце нашего сегодняшнего эфира, кто кого и кто как. Про Трампа сейчас поговорим. У меня такой короткий вводный вопрос для вас. А как вам без президента-то в Болгарии сейчас? Внезапно выходит, говорит, я устал, я ухожу, до свидания. В общем, все получается. Болгария обезглавлена. Нет, все это у нас предусмотрено, и у нас есть вице-президент, который тогда сразу становится президентом. Это не российский вариант, когда есть один президент, и, по-моему, украинский вариант. Есть президент, а нету вице-президента. Нет, ребята, у нас вице есть.
Так что вице это дама, Йотова ее зовут там. Так что у нас с президентами более-менее позиция не опустошена и не упразднена. А так, если серьезно, ну, на самом деле, очень давно это пророчили. Я ошибся, ожидал, что он это сделает примерно к концу этого года, потому что в этом году у нас будут не менее двух, скорее всего, трех очередных, внеочередных парламентских выборов, то есть чрезвычайных, потому что ситуация, ну, политический кризис сплошной, это уже, не знаю, там, 15-е выборы за последние 5 лет или что-то в этом духе, я даже их не считал, забыл уже, сбился со счетов, и думал, что он будет использовать до конца свой административный ресурс, и будет ожидать, пока как третьим этим выбором ситуация будет такая, что максимальный уровень омерзения людей для того, чтобы принять на ура вот эту новую силу, которую он будет олицетворять. Нет, он сделал достаточно такой неожиданно для меня мужественный шаг. Он рискнул сделать это именно сейчас. Хотя рискнул, он, конечно, с определенными расчетами. Человек-летчик, причем ас настоящий, не такой просто кабинетный, а настоящий ас. С математикой у него шикарно. К нему приезжал Петер Сиярту от имени, скажем так, главного представителя Трампа Виктора Орбана буквально пару месяцев. Какие пару месяцев это? Ну да, пару месяцев пусть будет назад. А потом приезжал мистер Смит, ну не из «Матрицы» первый, который, а мистер Кристофер Смит, как чрезвычайный представитель посол по поводу вопросов Евразии. Повстречался с ним, это было 10 декабря. И, на мой взгляд, то, что происходит, это Радев будет премьер-министром. То есть его сейчас готовят с позиции президента на позиции премьер-министра рядом с Фицо и с Орбаном, то бишь пополнить когорту трампистов Восточной Европы. А для понимания нашей аудитории, которые привыкли считать, что президент – это верховная и самая могущественная фигура, это так в президентских республиках или полупрезидентских республиках. Президентская – это Россия, полупрезидентская – это Украина. У нас в Болгарии и в Восточной Европе сильная фигура – это премьер-министр. У президента практически почти исключительно только представительские функции, почти никакие бюджеты и очень мало, ну, скажем так, возможности законодательной инициативы либо коррекции. Настоящая сильная фигура, которая оперирует бюджетами, которая представляет страну перед внешним миром, которая занимается настоящим управлением, это премьер-министр. Соответственно, он освобождает должность представительного для того, чтобы впуститься, ну, как у нас в Болгарии говорят, в настоящую политику, в настоящую внутреннюю политику. Человек, на самом деле, в отличие от последних нескольких премьер-министров, лучше образованный, его манеры более воспитанные, более отточенные, более взвешенные. Нету этого хулиганского, братковского, полукриминального, скажем так, и склада мышления, и склада выражения. В отличие от других, не пользуется переводчиком с английским языком, то есть по внешнему контуру он будет общаться без переводчика, то бишь прямиком, без потери времени, что называется. И человек, который однозначно будет, грубо говоря, не смогут купить его вот эти Бойко Борисов и Делян Певский, которые являются аналогами, я не знаю, может быть, Пинчука и Коломойского, либо Коломойского и Рената Ахметова нет. Это какой-то более такой зубастый, выберите на украинский лад. Вот такие вот ребята, которые, ну, привели парламентскую, дипломатическую, политическую работу в Болгарии до уровня, скажем так, улицы 90-х годов, паханов и пацанов. Ну, это деградация выше и дальше, или вернее, ниже больше некуда. Ну, у нас, видите, сейчас вся политика на уровне пацанов. И самый главный Трамп в авторитете. Сейчас едет в Давос, собирает, собственно, стрелку, приглашает всех в Совет мира, издевается над Макроном. Да, как бы... 10% пошлины, если не войдешь. На что? На шампанское, понимаете? Как это? Шампанское пьют с утра либо аристократы, либо дегенераты, говорили нам в одном из фильмов. Но мы понимаем, что это острейший кризис сейчас европейский, поэтому мы, собственно, и начали с Болгарии, да, потому что, ну, с вашей родной Болгарии, потому что мы понимаем, что это все, ну, вот эти круги на воде могут затронуть всех и прямо, непосредственно. Если Европа прогнется под Трампа, что останется от Европы? Вот если Гренландия
тем или иным способом, военным, полувоенным, экономическим, купчей или какой-то другой, скажем так, ну, формой перейдет и станет 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. Но все, можно же на Европе ставить крест, и на НАТО тоже можно ставить крест. Что думаете? На НАТО можно ставить крест, и крест будет поставлен почти официально в следующем, 27 году, либо к концу этого года, но планы на 27 год, чтобы это было сделано. НАТО останется, скажем так, исключительным рынком для американского военно-промышленного комплекса, и НАТО будет верховодить, опять же, американские кадровые военные. Просто в НАТО больше никто никакие деньги вкладывать не будет, риски нести не будет, и не будет принимать участие в этих военных операциях НАТО с сомнительным результатом, либо не с достаточно выгодным для Соединенных Государств Америки результатом. На НАТО крест можно ставить. На Европу, знаете, это не крест на Европу. Это крест на этой модели Европы. Почему? Потому что Европа для Трампа и для изоляционистов является полем боя. Полем какого боя? Раз республиканцы, в скобках изоляционисты, имеют административную формальную власть в Америке, они сейчас собираются распространить эту власть на доктрину Дон Ро, то бишь на всей Америке, Северной, Мезоамерики, Южной Америки, то в Европе правит демократическая партия США, опять США, но демократическая, которая не при власти, и британцы. Соответственно, Трамп что делает? Трамп делает так, чтобы эти демократические, скажем так, квази-элиты, но все-таки административные элиты Европы и Европейского Союза, их нейтрализовать, а может быть и ликвидировать путем приумножением вот его кадров. Его кадры Фицу, его кадры Урбан, его кадры Андрей Бабич. Сейчас будет его кадр Радев в Болгарии. Болгария достаточно ключевая, не потому что она моя родная, а потому что это вопрос азы геополитики, это можно почитать вообще-то в этих учебниках, что кто владеет Via Militaris. Via Militaris – это римское название дороги, которая идет от Стамбула до Белграда, соответственно, потом до Будапешта и до Вены. Кто владеет Via Militaris, он владеет всеми Балканами. Кто владеет всеми Балканами, владеет логистикой и процессами почти во всей остальной Европе. То есть здесь не артерия, это аорта. Очень важное между Европой и Азией. Другой такой аорты между Европой и Азией де-факто логистически, особенно древней, нет. Поэтому римские названия не о многом говорят. Почему Via Militaris? Потому что за эту дорогу всегда приходилось воевать и отстаивать ее с оружием в руках, потому что важность ее именно такая. Туда можно останавливать нашествие, что арабов в начале 8 века, что других 3-4. Туда идут и все грузы, в том числе из Китая, в сторону Европы. Поэтому за этой дорогой нужно воевать. Соответственно, ценность и важность Болгарии и Балкан не в том, что там живут болгары, либо балканцы, там сербы и все остальные, а ценность и важность в геополитической значимости. Именно поэтому на территории Балкан есть 5 американских военно-оккупационных баз. 4 из них на территории Болгарии, американские, не натовские, американские, еще раз напоминаю, 2 военно-морские, и одна, самая большая после Рамштайн, она в Косове. Называется Bone Steel Camp, где 74 боевые вертолета могут в рамках 10, максимум 20 минут достигнуть любой из балканских столиц и навести порядок на случай, если там порядок требуется навести, если кто-то вздумал делать что-то несогласованное, скажем это так. То есть именно поэтому бывшей администрации Америки именно так к этому относились. Нынешняя администрация, изоляционистская, заметьте, она деамериканизировала с военной точки зрения Европу, то есть базы как таковые остаются, большинство из них консервируются, они в этом плане мастера, выводят большую часть из личного состава, не заменяя, не ротируя его другим, и оставляют только 2 главные базы, вернее 3 уже. Это Рамштейн, это Bone Steel Camp, и сейчас ту новую военно-воздушную базу, которую строят справа от реки Дунай немножко до Дельты, в Румынии, это Михаилку Галничану, откуда там логистика, F-16, обслуживание, полеты, разведка и все остальное. Это 3
которые остаются. В Германии их 90 с чем-то. Из этих 90 с чем-то главное действующее остается Рамштейн, там тоже состав сокращен, а в других базах состав сильно тоже сокращен. Британские 6 или 7 бронетанковых бригад, которые находятся военно-оккупационным образом в Германии, они не сокращены, и они свою, скажем так, боеспособность сохраняют и поддерживают. То есть это и есть знак, кому, где, как, какие процессы будут происходить. Я думаю, что до конца 2026 года, помимо всех остальных острых новостей, мы увидим и, мягко говоря, сильные изменения состава политической идеологии и политического поведения и так называемого Евросоюза. Евросоюз либо закончится, потому что есть партии и департаменты Франции, которые настаивают на Фрекзит, то бишь на Франции. Есть и другие страны, и в Болгарии у нас вон из Европейского Союза и НАТО, это будет опять одна из коалиций, которая будет участвовать и в этом году на эти внеочередные парламентские выборы. Поэтому желающих покинуть вот этот, мягко говоря, сомнительный союз под названием Европейский Союз приумножается. И после Великобритании, я думаю, что в этом году как минимум 2, а вполне вероятно и 3 из европейских стран выйдут либо де-факто и де-юре, либо как минимум де-факто. То есть не будут соблюдать никакие европейские повестки и будут вести свою политику совершенно различную от той, которую вещает Брюссель. А что это за страны? Подождите. Которые готовятся на выход. Мы слышим от разных политиков. От Навродского мы слышим, об угасающей звезде Европы, и поляки тоже, в принципе, да, ну, об этом риторически, по крайней мере, да, вот эту тему, ну, как педалируют, в общем, говорят об этом, да. Мы видим ситуацию, как плохие парни из числа, ну, таких непокорных брюссельской бюрократии, там, Фица и Орбана, это мы постоянно о них слышим. Но тут, смотрите, с другой стороны, мы говорим о том, что Европа, наоборот, должна принимать новых членов, но как-то вот так, чтобы они были недочлены. Ну, имеется в виду, там, с ограниченными правами, без права вето. Короче, вроде в НАТО, точнее, вроде в ЕС, но не совсем, не совсем в ЕС. Может ли это как бы остановить, условно, вот те страны и вот этот Брекситы, да, о которых вы говорите? Остановить не могут, потому что к этим странам, которые являются потенциальными кандидатами, которые вы только что перечислили 2, смело можно добавить и Румынию. Там вообще-то лютые протесты, несмотря на лютые морозы, происходят уже 3-й или 4-й день. Люди действительно там тоже поднимают голос именно за то, чтобы мы вышли из этого Европейского Союза, если он нам не позволяет выбираться нормально, свободно, причем более чем один раз. Зверствуйте здесь, понимаете ли, накладываете на нас определенные политики, которые не имеют ничего общего ни с национальным интересом, вообще-то ни с нормальной здравой логикой. И вот эти двойные стандарты, которые вы только что намекнули, на толстые обстоятельства, это модель и архитектура Евросоюза с самого первого дня. Там у них все распределено. Вассалы, Германия, там Франкфурт, там эмиссионные центры, там Европейский центральный банк, те, которые находятся ближе к эмиссионному центру денег, им лучше, хотя им заведомо хуже, чем на самом деле метрополия. Метрополия – это Великобритания и Соединенные Государства Америки. А все остальные, которые идут там, чем дальше от периферии, тем им хуже. Это математически видно буквально процентом, банковским процентом. Те, которые в Германии берут на одно и то же, у них процент может быть 1, 2 с небольшим. А когда идет в соседних странах, это становится 3-4. Когда речь идет о перифериях, типа Болгарии, это становится от 8 до 12. То есть, таким образом, буквально запрещаются определенные роды деятельности. И главная экономическая деятельность из 3 экономических видов деятельности. Первое – это производство, второе – это торговля, третье – это услуги. Для того, чтобы было торговля и услуги, вам нужно производство. Производство запрещено там, где низкий процент. Низкий процент разрешен только там, где ближе к эмиссионному центру. Соответственно, вот эта двойная политика, двойных стандартов, даже двойных скоростей, как они прямо честно говорили, это было пару лет назад, но у нас, понимаете ли, есть на разной скорости идет этот Европейский Союз. Так уж, извините, ваше место там другие скорости, задние, может быть. Так что с такими двойными стандартами не хочет мириться не только Восточная Европа, не хочет мириться, заметьте, и Южная Европа. То есть следующие кандидаты – это Греция, это Италия, это
Португалия, посмотрим насчет Испании. То бишь страны PIGS. То есть Португалия, Италия, Испания – это двойное и Г – это Греция. Звучит немножко как свинья по-английски, естественно, пиг, если так посмотришь. Но это только аббревиатура, это не отношение к этим странам. Северная Европа и Северо-Западная Европа, которые ближе к этому эмиссионному центру, им вроде бы с финансовой точки зрения хорошо, а вот с демографической точки зрения, с точки зрения подмены и накачивания мигрантами, которые уже рулят и правят и отравляют жизни нормальных людей, и большие города уже очищены от местного населения, столицы в том числе очищены от местного населения. В Вене 53% детишек, которые уже идут в школе, они не местным и немецким языком не владеют. В Брюсселе это 79%. То есть там, с одной стороны, посмотришь по деньгам, ситуация выглядит вот такая, а посмотришь по другим критериям, Восточная Европа, она более консервативная. У нас тоже есть мигрантов, но, во-первых, другое количество, другая концентрация, и, в-третьих, у нас балканские особенности. Мы немножко не по закону, а, скажем так, по понятиям разбираемся с теми, которые пытаются здесь хулиганить. И так будет всегда. Я надеюсь, что вообще-то мы вообще-то их очистим. Мы и на эту тему работаем. Так будет всегда. Это потрясающий прогноз от вас, Пламен, да, по поводу, что не по закону, а по понятиям так будет всегда. Супер, конечно. Однако, приходят новости вот прямо сейчас. Значит, есть заявление уже от Соединенных Штатов Америки, что Совет мира, о котором я упоминал выше, не ограничится только Газой. На него пригласили всех, и Китай подтвердили, что пригласили, и все страны, то есть много достаточно стран, то есть все как-то список опубликовали. Но тут возникает очень интересный момент, публикует Financial Times статью, значит, Зеленскому, значит, предложили тоже присутствовать в этом совете. Совет мира. Значит, издание пишет, что Зеленский чувствует определенную нерешительность из-за того, что среди приглашенных есть Путин и другие лидеры, которые поддерживают войну России. Перед тем, как принять предложение, он хочет понять, как будет работать этот совет. Будет он действовать независимо или поменяет, собственно, совет, который сейчас обсуждают украинские и американские переговорщики в рамках мирных переговоров по поводу завершения войны с Россией. Какую роль вообще отведут Украине? То есть на кой она в этом Совете мира? Что это такое? С чем это едят? Мало кто сейчас это понимает. Сейчас в Давосе Всемирный экономический форум, и Зеленский и Трамп должны вот как бы встретиться и это обсудить. Вообще, конечно, очень интересная такая свинья, да, такой подсунута Трампом на фоне территориальных претензий, на фоне буксующих переговоров. Он берет и приглашает страны в Совет мира. И тут я очень хочу, чтобы все как бы немножко поняли. В Совет мира приглашают, ну, как не персон. Хотя там есть список персон. Ну, изначально, потому что тема газа, да, там Тони Блэр, вот эта вся история. А там как бы страны приглашают. Вот тут большая разница. И украинские там Financial Times глобалисты, и украинские СМИ уже как бы это подменяют. Они переходят на личности, что это Зеленского позвали. Нет, это не Зеленского позвали. Но тут очень такой деликатный момент. Не решил и ничего. Вот эти переговоры. А Лавров выходит, говорит, что, ну, в общем, США молодцы, дух Анкориджа, мы за, давайте, это единственная западная страна, которая что-то делает, поэтому вроде как риторически поддерживаем, будем стоять на своем. А Зеленский и Путин, как им в одном Совете мира, не тесно будет? И что это значит? Не может ли быть так, что Трамп просто возьмет и сольется уже из переговорщика? Он же писал Нобелевскому комитету Норвегии, что не дали мне, ну и все. Значит, не хочу я заниматься вашим миром, буду заниматься теперь войной. Занимается войной, создает Совет мира, который сообща уже будет, ну, якобы наделен как бы полномочиями решать вопросы войны. Я напомню, что в пунктах 28 и 20 там есть Совет мира, где главный Трамп. Получается, все будут решать
вот эти страны, которые туда войдут, и статут этого Совета мира подпишут на днях в Давосе. Что вы думаете по поводу этой комбинации Трампа? Насколько это бутафорская история или все-таки нечто реальное, рабочее? Кстати, он Нобелевскую премию уже получил. Из рук есть фотографии лично Мария Курина-Мачадо, которая задержала денежные выражения этой премии. А вот эта, скажем так, металлическая там оболочка, ну, медные трубы, с удовольствием вручила Трампу в надежде на то, что он в конце концов, ну, скажем так, сдобрится и будет делегировать ей право руководить и заниматься Венесуэлой на правах генерал-губернатора, наверное, не знаю, посмотрим. Слушайте, то, что сейчас делает Трамп, это как все остальное, что делает Трамп. Сначала это выглядит как какой-то вычурностью, каким-то бредом, какой-то непоняткой, каким-то шоу. Причем достаточно таким недоделанным. А посмотришь, что такое ООН. А ООН – это организация, которая организовалась и формировалась после чего? А после Второй мировой войны, которая стоила 100 миллионов человеческих жизней, после чего были начерчены вот эти границы государств, было формировано так называемое международное право, где было указано, что война не воспрещается, но все должно быть по правилам, изменение границ тоже должно быть по правилам. Вот у нас Совет Безопасности. А кто входит в Совет Безопасности? Опять страна, победительница Второй мировой войны. Соответственно, все эти инструменты, все эти институты, все эти комиссии, все остальное, что было приказано для выполнения канонов и решений Бреттон-Вудской конференции, это имеет единое такое интеграционное тело, и, заметьте, все они находятся в юрисдикции США, все они находятся в славном штате Нью-Йорк, на славном, скажем так, острове Манхэттен, который за бусины когда-то продавали, покупали и так далее. То есть все имеет достаточно такую удобность для того, чтобы влиять, управлять и заниматься этими процессами. Да, там все страны представлены, там таблички применяются, флаги там применяются, большое здание, где они живут на уровне там 5-звездочной гостиницы со всеми сервисами и прочее, баловствами, да, применяется. Но решение и значение этих решений, ну уж извините, кто платит за это? Это он. Тот же, кто платит и за 70 с чем-то процента НАТО. США платит, американский налогоплательщик платит. Сейчас вот этот он на самом деле, по мнению всех, в том числе и Трампа удивительно, в том числе и изоляционистов уже не удивительно, опорожнен, опустошен и от своего содержания, своего смысла, именно в этой конфигурации, а идет-то Четвертая мировая, хотя мы здесь постоянно обсуждаем, а есть ли угроза Третьей мировой. Ну да, людям говорят о Третьей, а даже не признаются, что идет Четвертая, потому что Третья была холодная война. После Третьей мировой войны статуты там ООН и структуры ООН не поменялись, но поменялись некоторые страны-фигуранты и остались в подвешенном состоянии некоторые другие постулаты. Например, распад Советского Союза незаконен не только с точки зрения внутреннего законодательства, а с точки зрения решения канонов международного права, в том числе и ООН. Именно поэтому туда записали Россию как правопреемника Советского Союза, потому что не может не быть правопреемника. Границы-то поменялись, этот вопрос остался подвешенным на вопросы решения и так далее. То есть ООН уже не в состоянии регулировать и заниматься этими процессами. Так называемая вооруженная силой ООН, которые должны быть миротворцами и гарантами безопасности в разных странах мира в случае каких-то военных конфликтов, они тоже доказали свою никчемность. Даже на уровне Ливана, на уровне Израиля, на уровне неважно где и как. На уровне Югославии тоже не буду напоминать, чем они там занимались и что там получалось. Коротко говоря, ответ на ваш вопрос следующий. Мне кажется, что Трамп под оболочкой Совета мира начинает формировать преемника или, как сказать, новое ООН, которое будет уже наполнено функциями, которые уже опорожнено вот это старый ООН. Старый ООН, вместо того, чтобы его им реформировать, ну, там есть какие-то инструменты и попытки там были, но, очевидно, там бюрократическая процедура и влияние Демпартии там достаточно сильно, и поэтому ему это не так легко. Глобалисты там тоже, мягко говоря, вот рядом с этой большой квартирой ООН буквально в
600-700 метров это Уолл-стрит, то бишь главное, скажем так, средостение всех банкиров, ну, по крайней мере, Америки. А вот Совет мира персонально под Трампом. Как не воспользоваться этой возможностью скомпоновать, ну, анти-ООН, либо новый ООН, либо эстафету ООН. И именно поэтому вы правильно заметили, туда приглашают не люди, а приглашают страны, ровно так же, как это делается и в ООН. И Зеленский, конечно, может корчить какие-то кривые рожи и выражать недовольство, что там был приглашен Путин. Путин приглашен в качестве России. Да, это было сделано демонстративно, наверное, тоже в специальных целях, потому что у Трампа с Путиным там определенные планы на бизнес надо делать, предпринимательство, Арктика и все остальное, что называется. А вот на самом деле приглашают действительно Россию. И если там уже формируются именно эти страны, если кто-то не хочет туда войти, Трамп решает вопросы по трамповску. Макрон, не будешь туда? Франция, ты ее туда не добавишь? Ну, 200% пошлины на шампанское, и не только на шампанское. Список достаточно длинный, на что хотим, добавим по 200, по 500%. Пошлины – дело такое. Можно, конечно... Так а какое? Подождите. Ну, давайте просто вот... Я вот немного не понимаю вот этой истории. Он там пишет, рисует карту о том, что Гренландия закрашена в американский флажок, и Канада тоже закрашена, Венесуэла. Вы не знали новости последние? Я с вами поделюсь с удовольствием. Оказывается, Канаде угрожает Россия и Китай. То есть это же полный театр абсурда. Он говорит, смотрите, Россия и Китай захватывают Гренландию, я их зову в Совет мира. Его не понимают глобалисты, у них мозг по-другому устроен. Канаде угрожает Россия и Китай, вы представляете? Канаде угрожает. То есть а Россия и Китай сидят, смотрят на это все и говорят, ну окей, да, мы угрожаем. Что по Украине? По Украине вообще непонятно. Мы сейчас в прямом эфире, это тоже очень интересный момент. Я не просто так вот это приглашение с вами обсуждаю Зеленского на Давос и на этот саммит мира, Совет мира, да, Совет мира. Значит, не просто так, потому что Financial Times это же пишет, что Зеленский еще пока не принял решение вообще в Давосе побывать или не побывать. Он рассказывал всю неделю о том, что он в Давосе будет гарантии безопасности обсуждать и подписывать некий рамочный договор, ну типа Украина-Америка. Он прям всю неделю, как мантру, Давос, Давос, Давос. А тут мы подошли к тому, что смысла нет ехать в Давос. Ну, разве что только не входить в Совет мира вместе с Путиным или... Ну, не смотреть, как условно Европа делает выбор между Гренландией и Украиной. Трамп ставит этот выбор. Что выберет? И на самом деле, а если Давос провалится? Вот мы так, знаете, смотрим за этим всем, как бы наблюдаем переговоры. Ну, Дмитриев поедет в Давос, пообщается с американцами. Американцы, наверное, тоже будут настроены пообщаться с кем-то из украинцев. Но... Почему пресса западная пишет, что Зеленского не хотят? Или там ему нет смысла туда ехать? Он сомневается, он, похоже, заходит в чужую ловушку, в чужой капкан Дональда Федоровича. Мне кажется, что Зеленскому все-таки стоит сходить в Давос. И, наверное, он хочет как минимум потому, что в Давосе тепло, в Давосе света есть. А в Давосе Елена Зеленская тоже расскажет, как мы готовы терпеть все. Прибарахлиться, да. Да. Там самое место, куда российские дроны, кинжалы и все остальные другие летающие звери не найдут и даже по ошибке не будут в состоянии сделать что-то неприятное Зеленскому. Поэтому с точки зрения его личной, в том числе безопасности, ему в Давосе стоит сходить. Тем более там не будет Путин, потому что Путин в такие места только отправляет своих людей, он лично туда, естественно, не ходит. По тем же самым соображениям безопасности, к которым он относится очень, очень серьезно. Всегда относился очень серьезно. Поэтому то, что Зеленского туда вроде бы и приглашают, и не приглашают, и стоит ли ему туда сходить или не стоит, я думаю, стоит. Я думаю, стоит. Это шутка. Но в этой шутке есть очень много холодной правды.
очень много такой морозной, можно сказать, правды. Потому что оставаться ему в Киеве, ну, я даже вчера видел, когда слушал разные новости, и YouTube постоянно перепрыгивается с одного комментатора на другого, вы знаете, есть там такой протокол, и вдруг я посмотрел, на кого я слушаю. И вижу я... Это иногда надо полезно делать, иногда, Пламен, да. Да, я посмотрел, там то ли Шейтельман, если я правильно произношу эту фамилию, он вообще-то окутанный, как индейский вождь Оглала, понимаете ли, Дакота перед своим снежном типе, и так уже окутанный в квартире своей вещает и рассказывает. Если это не демонстрация, а может это и не демонстрация, это вынужденная мера, я дал себе отчет о том, что вот эти панельные, даже кирпичные дома славного города-героя Киева, если они остались без газа, без воды, без отопления и без света, это скалы, которые сейчас холоднеют и становятся ледниками. И даже те, которые продолжают заниматься тем, чем мы сейчас с вами занимаемся, они уже другой дресс-код. Другим дресс-кодом пользуются, одеяло, понимаете, или по самой не могу, и с дрожащим голосом рассказывают нам, что происходит и как это понимать, что называется. Было познавательно. Шутки в сторону, на этом Давосе, я думаю, что Зеленский все равно будет. А вопрос в том, это первый Давос, который без основателя своего, без Клауса Шваба, и на этом Давосе это не будет просто то пиршество либерально-демократической повестки, глобалистской, которое было на всех Давосах до этого. Там уже идет фронт, там идут уже и другие кадры, там уже идут и другие словеса. Это еще немножко рановато, второй день, что называется, делать такие итоги. Но потерпим еще пару-тройку дней, наверное, в рамках следующей недели, либо к концу этой недели, будем в состоянии подвести эти итоги, и я уверен, они будут интересны, потому что я заметил на официальном сайте, повестка на 70-80% сохранена в своей неизменности, но я вижу там фигуранты, я вижу там и темы, которые уже с этой повесткой, ну как сказать, не то что жутко конфликтуют, но недосинхронизованы с этой центральной повесткой, которую опять описывать не буду. Что там чипизация, что контроль, что искусственный интеллект, что мы будем вообще-то цифровизация, мы будем там global government, глобальное управление. Нету глобального правительства, но зато global governance есть. Так что, уж извините, мы будем заниматься этими процессами. Заявка уже 3-4 год идет. Идут бюджеты, идут сроки, идут ответственные. Все эти, скажем так, панели имеют определенные ведущие. Далеко не случайные люди в политике и в мире, скажем так. Поэтому этот Давос я с удовольствием дождусь до конца. Вернее, не с удовольствием, а с познавательным любопытством дождусь до конца. И буду делать, наверное, отдельную передачу. Но Зеленский, то, что вы спрашиваете, и Трамп, само наличие Трампа там, само присутствие и сам факт того, что он сейчас говорит и вещает, то, что вы задаете в качестве вопроса, указывает на то, что этот Давос будет первым из Давосов, который, наверное, это как с ООН. Он уже уплывает, и Трамп уже формирует новый. Давос уже швабовский, его тоже нет. А вот без Шваба мы уже слышим и обсуждаем Трампа. А Трамп это не просто Трамп. Трамп это изоляционисты, Трамп это республиканцы, Трамп это консерваторы, Трамп это и много какое-то такое политическое странное, можно сказать, фриковое моментами шоу. Но Трамп это другое. Это не те, которые там были. И сам факт того, что Трамп выводит их из эмоционального равновесия, мне доставляет, откровенно говоря, и эстетическое удовольствие. Я в этом готов признаться. Ну да, вот по поводу этого, собственно, и пишет сейчас западная пресса. Да? Это, конечно, нечто. Выступление Трампа на форуме может содержать оскорбление в адрес некоторых участников. Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает. Источник сравнил возможный стиль речи Трампа в предстоящем форуме с его выступлением в ООН. Помните? Значит, точно так же, как он пришел в ООН и сказал, вы взимаете огромные взносы, занимаете кучу недвижимости и ничего толком не делаете, он, вероятно, скажет то же самое о какой-то части участников Давоса. То есть, лифты у вас не работают. Лифты. Эскалаторы, лифты. То есть будет рвать и метать Трамп, собственно, разрывать глобалистские, скажем так, пятые точки.
Но тут возникает другой момент. А чем может ответить ему Европа и глобалисты? Опять, Зеленский – это глобалисты. Это инструмент в их руках. Мы понимаем, что сейчас очень легко поддаться на какую-то спекулятивную эмоцию. Распространили же эти кепочки «Make America Go Away» по Гренландии. Они все там ходят и как бы типа «Проваливай, Америка». В Лондоне же скандируют «Америка, проваливай» на там соревнованиях по баскетболу люди. То есть это же забрасывается, это же раскачивается, что, мол, отстань, отстань, противный Трамп. А какие реальные шаги, чтобы ответить? Мерц попытался чего-то сформулировать, говорит, да в экономике Америки все не слава богу, а мы будем защищать наш суверенитет, в контексте пошлин, там, тарифов. По военным, там тоже какое-то странное телодвижение. Датская армия туда отправила 85 человек. Немцы окрутнулись, вернулись. Норвежцы тоже окрутнулись туда и вернулись. В общем, как-то странно. Но французы вроде как протестировали, как заправщики работают самолеты на территории Гренландии в условиях мороза. То есть мы видим, что кто-то что-то намекает, что он будет делать. Так а что могут глобалисты против Трампа? Кроме кепочек и каких-то митингов с флажками. Я легче скажу, что они не могут. Конечно, на этом нельзя заканчивать ответ, потому что это будет иллюзия, что они ничего не могут. То, что они не могут, естественно, они могут оказать военное сопротивление. Они пока что на уровне Европы не в состоянии оказать и финансовое сопротивление. Они в состоянии оказать медийное, информационное сопротивление. И они в состоянии сделать жизнь Трампа в Америке более тяжелой и неприятной, чем она есть, потому что недалеко дата 3 января, а вернее 3 февраля 2026 года, когда истекает 30-дневный срок после военной операции в Венесуэле, о которой он не брал согласие и объяснение, и вообще согласование комиссии по вооруженным силам, Сенатской комиссии и Конгресс, нарушив при этом Конституцию Америки, которая дает ему в такие случаи, не ему, а каждому американскому президенту, 30-дневный срок, чтобы он объяснился и обосновал это применение. И если эти комиссии Конгресса и Сената, да, пока что там преимущество, скажем так, у республиканцев, хотя и хрупкое, но многие республиканцы уже не на стороне Трампа, мягко говоря. Так что, если он это не сделает, они уже грозятся его импичнуть. Там уже вышли действительно конгрессмены и сказали, вот по Конституции он нарушил, значит запускаем процедуру. То есть процедура и угроза импичмента, она, конечно, грозилась и махалась многим американским президентам. Трампу по этому поводу тоже не привыкать. Но в сумме со всем остальным и с обстоятельствами, если там в Гренландии прольется какая-то, не дай бог, первая кровь без Рамбу, и эта первая кровь, не дай бог, будет американская, либо американского гражданина, даже если это будет, какая-то собака недовакцинированная, бешеная, укусила и пролила кровь какого-то американского солдата, там собаки есть достаточно, по-моему, в Гренландии нет, собачьей упряжки там, что называется, шучу, ерничаю, и они из этой мухи сделают не слона, а стаду слонов. И с этим стадом слонов они будут бить персонально по Трампу. То есть они не могут институционально противостоять на военном и на финансовом уровне, но они могут противостоять на медийном, а это нельзя исключать, потому что британцы все еще, не надо забывать, они отправили всего одного человека в Гренландию. Причем офицера. Он не должен воевать, он должен кем-то руководить, понимаете ли. Он офицер, поэтому ему на передовой нельзя. Что могут сделать британские СМИ, что могут сделать лондонские банкиры, что может сделать Даунинг-стрит, что может сделать Виндзорский замок и все остальные институты, которые руководят 56 странами Commonwealth, где 2,4 миллиарда населения, об этом тоже не стоит забывать, потому что эти 2,4 миллиарда населения Земли очень даже, скажем так, не официально, но реально подчиняются вот этим повесткам. И часть из этих стран, она же Гайана, которая рядом с Венесуэлой, на территории которой эти 60% района Эсикибу, где находятся эти 32 из 38 ценнейших
редчайших металлов и минералов, которые очень сильно нужны американскому военно-промышленному комплексу и американской, скажем так, автоматизации, роботизации, вообще-то хай-теку, без которых вообще никак, даже батарейки толком произвести нельзя, они могут отравить жизни Трампа и американцам по многим не военным и не финансовым направлениям, потому что главные финансовые эмиссионные центры все еще это Федеральная резервная система, а Европейский центральный банк это подчиненная структура. И швейцарский банк, который является тоже эмиссионным центром, он входит в учредителях первых 12 из главных Федеральной резервной системы, которая территориально в США, то есть они, конечно, противостоять и бороться с этим, хотя находятся на территории Европы, не будут. То есть с учетом этих реалий сказать, что Трамп может починить легко все эти европейские институты, которые продолжают гадить и мешать ему заключить мирный в процессе вопрос с Украиной, начинать усваивать все эти недра и все остальные повестки, не, они будут сопротивляться. Ну так, а понятно уже, как с Украиной будет заканчиваться война? Ну, Я думаю, да. Просто, Война нет, прекращение огня. я хочу, ну вот сегодня Лавров опять говорил, что прекращение огня, деструктивная позиция Европы, ну, по этому поводу, то есть не новая архитектура безопасности, не какие-то там устранения первопричин, чтобы не повторилась эта война в будущем, а именно как передышка, понимаете? Мол, на это не пойдет Россия, в общем, ждут выполнения духа Анкориджа. А он может вполне себе, Трамп, вот так и с Гренландией и Украиной, ставя на растяжку Европу, и выполняет дух Анкориджа. Почему нет? Потому что Политико, например, опять пишет про вонючий газ. Только уже не российский, а американский. Ну, вонючий газ. То есть ничего не можем сделать. Так сложилось, что американский газ у нас теперь, да, то есть как вот с Америкой, как с ней торговаться? А это правильно, это справедливо, это все нормальные геостратеги так и говорили, что нужно было, наоборот, как бы дружить и, в общем, воссоединяться ось Берлин, Москва, Пекин, это вот сформировавшись шанс для того, чтобы от подобных действий Америке, ну да, вот как бы отбиться или представлять из себя какую-то более-менее грозную силу. Ну, я беру дистанцию там 20 лет условных, да, вот этих, когда, помните, от Лиссабона до Владивостока обсуждались эти проекты. Вот в таком виде вот эти все там поползновения Трампа, ну, они были бы невозможны. А так получается, все сказали, ну а что, ну Америка что, будет на нас вот это вот так давить, они что, агрессией будут заниматься? Это вот Россия агрессор, это вот там нехорошие люди, Китай этот, скажем так, ужас что. Поэтому мы давайте вот будем в ту сторону смотреть, искоса. А получилось, что история вот на данный момент вывернула наоборот. И сейчас, например, как это, помните из «Бриллиантовой руки», не будете брать, отключим газ. Так от Трампа останется, он возьмет и отключит, запретит своим компаниям и скажет, фу, нечего туда гонять свой этот сжиженный газ, до свидания. И Европа останется с чем? С поджатым хвостом и где-то на пороге Кремля, чтобы возобновить, собственно, прокачку, возобновить какие-то моменты, но уже не будет логистики, потому что там перебит газопровод «Северный поток» и санкции. Украина, война, это будет нонсенс, никто на это не пойдет. Ну и чуть-чуть там Южный поток, Балканы, но это не удовлетворяет потребность той же Германии. Получается очень интересная такая историческая развилка. Вроде как, ну, вонял же российский газ, а сейчас американский попахивает. Российский газ вонял сероводородом. Не пропан-бутаном и не метаном, а сероводородом. Был ужасным, неправоверным таким. Слушайте, по поводу газа вы совершенно правильно обрисовали, только Европа все-таки, я думаю, что найдет какие-то альтернативы. Правда, я не в курсе, готовы ли они быть количественно достаточными, чтобы возместить вот эти потери, которые может нанести вот американская газовая блокада. Во-первых, потому что речь идет о Левантийском газовом месторождении, где оперируют и орудуют британцы.
оперируют французы, оперируют итальянцы, естественно, оперируют и американцы, и израильтяне, и еще несколько из других. Туда хотели, вообще-то, именно поэтому строились российские базы в Сирии, в Тартусе, по крайней мере, в Хмеймиме это военно-воздушная база, с расчетом на то, чтобы и «Газпром» как-то по возможности добавить возможность Клювика туда добавить. Ну, как сами понимаете, это уже оказалось невозможным, и базы остаются в качестве баз, а не в качестве права доступа. А газа, многострадальная газа, она станет такой, что неважно, там будут гостиницы, будет пустыня, либо будут руины, но если юрисдикция будет израильская, Израиль продолжает выдавливать. Кстати, тот же самый Израиль буквально под конец 2025 года заключил договор с Египтом на 2026, на наш уже год, о доставке газа в размере 100 миллиардов долларов. Вы слышали, чтобы Израиль раньше был каким-то экспортером или либо продавцом газа в таких размерах и объемах? Речь идет конкретно именно об этих месторождениях, которые напротив территории Газа, и Тамара, Афродита и там другие, плюс те, которые напротив территории Израиля, где эта добыча действительно уже дает такие возможности. То есть оттуда, если американцы будут прекращать тот, который фракингом сланцевый газ они добивают там в Канаде и в Соединенных Штатах Америки, они будут заставлять европейские компании закупаться в Франкфурте и вообще и Европе и Германии, то вполне вероятно до разработки вот этого левантийского месторождения кое-как перекроет частично либо полностью вопросы газовой нехватки Европы как таковой. В этом году или в следующие годы, я не знаю, это вопрос, конечно, игра по времени, потому что это вопрос и объемов. Но то, что Трамп может прижать очень сильно вот эту старую Европу, еще раз, если он захочет взять эту Гренландию. Кстати, вы, наверное, в курсе, но наша аудитория, наверное, не в курсе. Слушайте, вы думали, что вот эти контингенты, 13, там, 15, по-моему, было германцев, 13 финландцев, 1 британец, 2 нидерландцев, еще пару-тройку по одному. Ну, коротко говоря, смахивало на 37 человек. Это почти взвод. Ну, практически полный взвод. Вы думали, что они будут сражаться НАТО с НАТО? Они будут сражаться с Америкой? Нет. Они сказали, что они туда пришли в Гренландию, чтобы сражаться с Россией, с Китаем. Ну, как с Америкой сражаться? Ну вы что? Это официальная позиция. Это официальная позиция Кира Стармера. Если вы приготовили именно этот вопрос на сегодня, простите, что немножко, раньше я этот вопрос комментирую. Но Гренландию Америка все равно возьмет. Если кто-то не убьет Трампа, если что-то из ряда вон не произойдет, мне сложно представить, что такое, они ее возьмут. Это будет не так легко, как людям кажется, просто потому что, во-первых, датчане датируют на 60%, то есть содержат на 60% всю Гренландию. Во-вторых, датская компания Polar Sea Foods, это достаточно большая, огромная мультинациональная компания, где самые богатые датчане туда входят в качестве учредителей, они скупают абсолютно всю рыбную продукцию Гренландии. Кстати, они имеют офисы, оперируют и в Киеве, они оперировали и в России, в Москве. Представительства у них были, и торговую деятельность они вели. Но если вы посмотрите на на средний доход, валовый внутренний продукт Гренландии, 55 тысяч населения имеют валовый внутренний продукт 3,3 миллиарда долларов. А доход на душу населения средний – это 58 тысяч баксов. То есть население не такое уж и бедное, чтобы дать им 100 тысяч баксов в зубы, каждому из них. И из-за этого они поменяли свое желание и решение и взяли и отделились от датского королевства и присоединились к Америке. Потому что, уж извините, с учетом вот этих двух параметров, сколько у них валовый внутренний продукт и сколько у них доход на душу населения, они обгоняют более половины американских штатов. Более чем половину американских штатов живут хуже, чем вот эти гренландцы. Поэтому присоединяться им кому-то, кто не в состоянии гарантировать им даже то, что у них и так имеется, но они будут оказывать определенное, в том числе и политическое, и любое другое сопротивление. Военное сопротивление, конечно, они сражаться не могут. Американцы могут высадить
на базе Петуфик, согласно договору, столько военных, сколько они захотят. И это не будет считаться типа военной агрессии или военной оккупации. Там нет ограничений по количеству населения. Ограничение база Петуфик. Сколько могут туда разместить, столько и могут выселить. Но Петуфик это на самый верх, там, севере Гренландии, а население Гренландии на самый юг. Нук и районе около Нука, который очищен от ледяного там колпака. И как? Они даже не соприкоснутся. Если американцы будут там наверх, для того, чтобы соприкоснуться, им надо летать. Потому что собачьих упряжек не хватает всех, грубо говоря, переместить. А на машинах и на бронетехнике там не доберешься, потому что бронетехника, особенно железная, она станет куском железного льда очень быстро и оперативно. Топлива не хватит, вообще-то. С одного края Гренландии сдвинуться на другой. Как они себе это представляют? Мне с трудом это представляется. Вроде бы посмотришь на цифры, да 55 тысяч населения, городок какой-то, какие вопросы, какие дела, завали их там миллионами, миллиардами. Они сейчас предлагают 700 миллиардов. И эти 700 миллиардов датскому королевству звучат как много. А я вам скажу, что это меньше, чем они предлагали. Сейчас вам скажу, 46-й год они предлагали сумму 100 миллионов, которая с учетом инфляции равна 1,5 триллиона. Да, 1,5 триллиона нынешних. Нет, 100 миллионов или 100 миллиардов. 100 миллиардов тогда предлагали. 100 миллиардов тогда предлагали, в сумме на сегодняшний день это 1,5 триллиона. То есть сейчас, предлагая 700 миллиардов, они предлагают в 2 с чем-то раза меньше, чем тогда 46-й год, когда Дания поствоенная не согласилась. А с какого перепуга сегодняшняя Дания должна соглашаться, имея вот эту конструкцию, которую только что мы описали. Так что Трамп действительно возьмет, потому что ему очень сильно надо, не только лично персонально ему, а Америке очень сильно надо вот эта Гренландия, но как он это оформит, как они это сделают, будет ли как с Венесуэлой. Напоминаю, что с Венесуэлой 92 человека погибло только со стороны Венесуэлы, а это означало, что воевали от 500 до 1000, а с американской стороны погибло не меньше, хотя они врут. А это означает, что их тоже было от 500 до 1000. А это означает, что все делта-форсовцы воевали единственно только с гвардией Мадуру. Если туда было подключено ПВО, полицейские структуры, наземные Смотрите, да, они с этим не справились. это понятно, но непонятно, что будет с Украиной. Я бы хотел сюда, вот смотрите, как прикрутить этот Давос, который по-настоящему сейчас это момент истины на самом деле. И тут дело не в том, что там интригу держит Зеленский, поеду, не поеду, имеет смысл или нет. Зеленский что говорит? У меня сейчас режим ЧАЭС, он там он освоил, новую эту фишку, он селекторы проводит. И вот сегодня провел селектор, говорит, представляете, Россия ударила, там ракетами ударила сегодня, прошлой ночью по Украине. Это был комбинированный удар, серьезный удар, потому что 9 января ударили, и 6 тысяч домов в Киеве было без света, а сейчас в Киеве, тоже почти 5,5 тысяч домов без света. Причем среди них те дома, которые вот тогда, починили вроде как. Починили, они опять без света. В общем, до Давоса мы видели, как разгоняли 2 дня подряд ГУР, все остальные, мол, не бейте по этим подстанциям АЭС, мол, не гасите Украину тогда. Как не бейте, наоборот, что Россия имеет планы ударить. Тоже это все понятно перед Давосом, это уровень торгов. Я вот тоже, зачем бить по подстанциям АЭС, если вот очередной налет не такой дорогой, да, как там какие-то... в общем, и все равно итог тот же, понимаете. Украинцы действительно без света, в ужасе. Но нам всем рассказывают о том, как будет хорошо. Гренландию оценивают в 700 миллионов, Украину на восстановление... Миллиардов. Украину на восстановление 800. Еще 100 миллиардов и нормально. И будет Украина процветать. Так а как процветать? Вы упомянули Шваба, которого турнули. Там секс-скандал нарисовали ему. Сейчас вроде как персона, которая должна это, будет Финк. Да? Ларри Финк, директор BlackRock. На него... И создатель. Да, на него возлагают большие надежды. Потому что мы помним Уиткофа, который говорит, что BlackRock будет создавать рабочие места в Украине и, собственно, возвращать украинцев в Украину, отвечать за вот этот план Маршалла только от BlackRock.
В Давосе у него сейчас задача помирить американцев и европейцев по поводу Гренландии, ну и, соответственно, понять, что как бы, да, по Украине. А что они собираются делать? Литиевые рудники продавать и ветряки строить, ветрогенераторы. Это из того, что западная пресса пишет о планах, перспективах BlackRock на восстановление. Ни первое, ни второе, как бы строительного бума, финансов, резкого роста не предполагает. То есть процветание – это сказка, это чушь, которую там нам тулят, сказка про белого бычка, в которую должны все поверить. И, в общем-то, как бы доброе слово должно согреть в морозную зиму в квартире, да, где люди не могут детей согреть, душу согреть. Идут в пункт несокрушимости, а там автоматчики. Ну, охраняют. И причем говорят, это нормально, чего, война ж нынче, пускай сидят, охраняют. В Киеве охраняют автоматчики. Ну, чтоб лишний чай никто не взял, или лишние там 30 минут в розетке не зарядился. А нам рассказывают о каком-то процветании имени BlackRock. Как вы думаете, срыв полный переговоров нам даст Давос по Украине? Абсолютную разбалансировку целей и задач. И, соответственно, продолжение выноса Украины доведения ее до состояния, ну, вообще просто ужаса. Но же ж как украинские вот эти все спикеры говорят, ничего, нормально, сейчас, мы вот это, там март, вторая половина марта, уже потеплеет. Сейчас даже воспринимают, говорят, так ладно вам, 23 числа января отступят морозы, вот уже и полегче будет. А там, гляди, март, о, нормально. А там немножко там потеплеет, так вообще хорошо. Да выходите вон на улицы, шашлыки жарьте, там что-то еще, в общем, давайте. Там поддерживайте друг друга, ничего страшного, прорвемся. Никто, вы заметили, никто не ставит вопрос ребром, что катастрофа, давай заканчивать. То есть и таких людей нет. Ни на Западе, ни внутри Украины, да, нигде. Нет таких людей. И это удивительно. Почему? Как тогда закончится война Украины и почему вы отводите 30-дневный срок? Когда вы сейчас сказали напомнили, вернее, про эти 800 миллиардов, которые Ларри Финк планирует инвестировать в Украину, вернее, BlackRock, который управляет 13 триллионами, 11 с чем-то, до 13, по-моему, на прошлый год, триллионами активами, то эти 800 миллиардов – это не на процветание, это просто на логистику, инфраструктуру, которая им будет нужна для извлечения того, что им нужно, потому что если кому-то эти 800 миллиардов, во-первых, кажутся много, хочу вам напомнить, на каком уровне оценивались физические натуральные активы Украины без ноу-хау и без много чего другого. На момент 2011-2012 год британскими там экономистами, когда было сделано через систему ЦРУ фактбук, то есть книга фактов, это публичный ресурс ЦРУ, которые оценивали, в свою очередь, Россию. Россию тогда они 2012-2013 года оценивали 135 триллионов, которые на сегодняшний день это минимум 212. Еще раз, 2013 по 2026 это инфляция такая достаточно конкретная. А Украину британцы оценивали по двум методикам. По одной из них это было 63, по другой из них это было 70 с чем-то. Или, не, по одной из них 57, по другой из них 73 триллиона оценивали. На сегодняшний день это минимум 112-115, а то и 120 триллионов, еще раз, физические активы. Теперь подумайте, что такое 800 миллиардов? Это 0,8 триллионов. То есть, если они будут вкладывать 0,8 триллионов для того, чтобы получить доступ для усвоения этих практически 110-120 триллионов, это что, дорого, что ли? Это много, что ли? Причем они будут вкладывать у себя. То есть это их компании будут делать, они получат эти деньги. Ну да, будут какие-то субподрядчики, украинские строители, батраки, ребята, которые работают, скажем так, на самой тяжелой работе, которые будут оплачены вот из этих фондов. Но откуда эти вообще 800 миллиардов возьмутся? Так это тоже обсуждалось в том числе и после Давоса в этих мирных планах. 200 миллиардов они берутся из этих 300 с чем-то миллиардов замороженных российских активов. Мало того, Кремль, в скобках Путин, на это даже согласился.
следующие 200 миллиардов, они будут браться и из Украины, и из России. И следующие 200, 2 раза по 200 миллиардов, они будут браться опять же оттуда. Не в виде денег, в виде ресурсов. Причем то, что стоит единичку, они будут оплачивать по базе 0,4, 0,05, 0,6 максимум, а то, что они будут продавать эту единичку, ну, условная единица, они будут продавать по 5, по 7. Так что по поводу их математики, эти 800 миллиардов, ребята, это отточенные технологии. Так они работали в Латинской Америке, так они работали в Африке, так они работали в Сирии, в Ближнем Востоке, так они работают везде. Если вы думаете, что кто-то будет там жалеть Украину, украинцев и так далее, вот эти страшные кадры, холода, замерзшие, там подъезды, даже у меня перед глазами, вы правильно сказали, в Киеве без отопления осталось 5635 многоквартирных домов, причем 80% из них здания, в которых теплоснабжение было восстановлено вот только что 9 января, черт возьми. Ну да, если каждый дом это 250 до 500 человек, умножаем вот это количество и получаем количество населения, которое, ну, неспасаемое. На шашлыками на улице, палатками на улице сильно как-то вопрос не решишь. Потому что, еще раз, 5635 умножаем, ну ладно, в среднем по 500, потому что это многоквартирное. Я знаю, как выглядят многоквартирные дома в Киеве. Это высотки 12, 16, 18, 20 с чем-то, 24 этажа. Даже если это 8-12 этажей, они длинные. Там народу много. От 300 до 500 человек проживает в одном доме. Так что умножаем вот эти цифры и получаем десятки, а может даже и больше, чем десятки. Да, не десятки, это сотни тысяч населения получается. Сотни тысяч населения города-героя Киева мерзнут как, ну вот, Второй мировой войны, если не хуже. Ужас какой-то. Так что они об этом не думают. Эти 800 миллиардов – это никакое не решение. Эти 800 миллиардов – это просто грубый ориентир для того, чтобы они не поделились настоящей математикой. Это для прессы, это для нашего с вами обсуждения и для наших зрителей обсуждения. Это просто обсуждение, не более чем. Они на самом деле будут инвестировать в Украину настоящие свои деньги, треть или четвертую часть из этой суммы. Все остальное они выкачают из России и из Украины. Да, значит, друзья, ну что, по поводу обсуждений пришла новость во время нашего прямого эфира. Мы все вживую. Друзья, спасибо, что смотрите онлайн. И в записи, кто смотрит, тоже большое спасибо, что нажимаете лайк, пишите свои комментарии под этим видео. И, конечно, высказывайтесь по этому поводу. Ну, давайте так. Уволили Петрова, политтехнолога Банкова, из кладбища. Сегодня он пришел, написал заявление, 20 января, все. До свидания. Ну, вряд ли на фронт пойдет. Тут, конечно, вопросы. Но скандал же не шуточный был. Да? Пропагандист, бронь на кладбище. Ну, как бы, все, вот уволили. Люди, видите, все-таки есть какой-то стыд минимальный. Ну, хоть какой-то минимальный стыд. Можно его поздравить. Представляете, взять и из кладбища уволиться. Ну, даже на кладбище, получается, не получилось. Видите, вот это ценный кадр. Так, друзья, подводим итоги опроса. Кто кого? 16% считают, что глобалисты Трампа. 20% боевая ничья будет. 32% Трамп победит глобалистов. И те же 32% считаются, что темная лошадка какая-то будет, третья сила. Очень интересный итог голосования. Ну, он, честно говоря, почти полностью в этот раз, по крайней мере, совпадает с тем, что мы обсудили. То есть, если рассматривать это как процесс, ну, нельзя, конечно, в вопросе расписать это. Я знаю, вот там технические ограничения ютубные, что ничего с этим не поделаешь. Они примерно именно так это и отразили. И, по крайней мере, я это так воспринимаю. И да, третья и четвертая сила, они появятся после 31-32 года, вернее, они будут видны. Они и сейчас где-то там, скажем так, в этих процессах, но они сформируются по китайскому принципу. Мудрая обезьяна смотрит на вершине, как дерутся два тигра в долине, и ждет, пока один тигр одолеет другим, для того, чтобы прийти, убить живого, ну, умаломощенного, то есть ослабленного тигра и забрать две шкуры. Так что третья, может даже и четвертая сила в этой Четвертой мировой войне будет. Ну, вспоминаем, сколько было на Ялте-то? 2 или 3? По-моему, 3.
Так что они хотя бы воевали против одного общего противника, ну, гитлеровская Германия. А в конкретном случае я не вижу, да, некоторые говорят, Си Цзиньпин, Трамп, Путин, ну, слушайте, ребята, вы мне покажете, во-первых, победителей из них, во-вторых, вы мне покажете общего их противника, с которым они вообще ведут какие-то военные или какие-то военно-дипломатические действия, или военно-финансовые, или военно-экономические. Здесь все не так просто, так что не торопитесь этой новой Ялтой. По поводу этой новой Ялты, еще раз, может быть, и третья, и даже четвертая сила, но мы увидим их в начале 30-х годов 21 века, не раньше. Так, друзья, значит, итоги опроса подвели. Давайте немножко по вашим вопросам. Пишите в чат трансляции, пишите, как всегда. Ага, слушайте, вот пришла новость буквально минуту назад. Подписание плана процветания Зеленским и Трампом в Давосе отменили. Значит, американский чиновник опроверг, что вообще была назначена какая-то дата, и что план этот вообще требует доработки, что это все чёс по поводу плана по процветанию. Значит, говорила об этом Стефанишина, на нее ссылка идет, но видите, но это облом получился, капитальный скандал. Трамп по-прежнему планирует встретиться с Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американский чиновник Axios заявил, что не стоит ожидать каких-либо прорывов. Слушайте, ну это... Нам врут, понимаете, они. Видели на выходных, ну, французы это делают, почему Макрон это делает? Он как бы тоже Трампа укусить это делает, а на самом деле он просто сам себя подставляет. Вот 10 мая, когда они в Киев приезжали, вот салфетки там нюхали, помните, в вагоне Мерц, Макрон и Стармер. И они же тогда что говорили? Они говорили, эх, все, или 30 дней перемирия, или сейчас санкции врубим против тебя. А потом проходит вот уже сколько месяцев, опубликовано видео. Вообще просто 2 минуты. Алло, Трамп, тут Зеленский тебе хочет что-то сказать, говорит Макрон. Зеленский говорит, да, надавите на Россию, мы за то, чтобы было перемирие. Введите санкции. Трамп говорит, о, отличная идея, нормально, все с Россией будет, я договорюсь. Никаких слов санкций, ничего абсолютно. Облажались. Вот сейчас, получается, облажались с этим Давосом. Вот, мы подпишем документы о процветании Украины. Кукиш, нет никаких документов о процветании Украины. Их нет. Они не готовы. Понимаете? А нам Зеленский всю неделю рассказывает о процветании, всю неделю рассказывает о каких-то гарантиях безопасности. И еще чем. Ну, встретиться? Ну, давайте встретимся. Чего? Приезжай, Зеленский. Это просто какой-то феноменальная ложь какая-то. Заврались уже Макрон, Зеленский, Мерц и все остальные. Да, не они будут подписывать вот это финальное соглашение о мире. И не на Давосе это должно происходить. Еще раз, сейчас пчелки работают. Пчелки, которые там, ими занимаются Стивен Витков, ими занимается Марко Рубио, им занимается, что немаловажно, Джаред Кушнер с американской стороны, с российской стороны занимается Кирилл Дмитриев, занимается Ушаков, занимается Лавров, кто там еще там, из этих там спецкадров есть. И вот они сейчас дали задание своим бюрократическим пчелкам доработать вот эти 28, 19, 20 пунктные там планы, которые сейчас должны быть утрясены, потому что на 90... Рябков и Сергей Рябков, вот, простите, чуть не забыл, мистер Ультиматум Рябков, он тоже этим вопросом занимается, и недавно, буквально недельки 2 назад, он говорил, что 95% все утрясено, остается там территориальный вопрос, некоторые гарантии безопасности, и все. То есть они над этим работают, Макрон над этим не работает, Стармер не работает, Фридрих Мерц не работает, мало того, их даже не ставят в известность, именно поэтому они такие нервные, именно поэтому они такие кислые. Именно поэтому Европейский Союз, опять же, Financial Times, может ввести ответные пошлины против США из-за Гренландии на общую сумму 93 миллиарда евро. Представляете? Со ссылкой на европейских чиновников, которые мордашку свою показать не хотят и фамилией своей не хотят поделиться. А вот Financial Times, которые любят вот эти интриги и инсайды, они такое 19 января здесь выложили. Поэтому вы совершенно правы. Им хочется доколиться, да не могут.
могут, боятся. У них нет энергетической самостоятельности, ну, у Франции есть, но у них топлива урановое нет, поэтому у них тоже с вопросом. У них нет экономической, у них нет финансовой самодостаточности. И, соответственно, нет военной самодостаточности. У Франции есть, но только для Франции. У Франции они от пистолета до подлодки, до ядерной подлодки, до самолетов, они тоже сами строят, но уже тоже хуже, меньше, и у них деградация тоже отмечается. У других и этого нет. У других этого нет. Как они могут огрызаться США? Могут на медийном уровне, на понятийном, на идеологическом, на информационно-дезинформационном уровне. Да. Вот все, что могут. Значит, поехали к ваши вопросы. Значит, из сообщества YouTube. Вопрос от Саши из Южмаша. Вопрос Пламену. Франция продала штатам Луизиану, Россия продала Аляску, Испания Флориду, Дания Виргинские острова, Мексика часть Аризоны. Почему же сейчас такой нервный движ вокруг Гренландии? Это что, просто торгуются они так? Ну, Гренландия, она, во-первых, сильно различная. Различная, я имею в виду по ценности, значимости и важности своей. И, во-вторых, если тогда, в перечисленных случаях, как наш зритель это только что вы процитировали, земля имела главное значение, потому что тип экономики был основан, скажем так, на земле, а не настолько на полезных ископаемых и на других редкоземах и все остальное. Там все было по-другому. Земля была главная ценность. И за это все воевали, и этим все довольствовали. Сейчас Гренландия – это ледник, который освобождается от льда, и за последние 5 лет освободилась территория посередине между территорией нынешней Армении и Албании. Вроде бы и немного, а на самом деле очень даже много, потому что всего за 5 лет, раз, и во-вторых, за 50 лет будет территория сродни с Францией или с Италией, как минимум. А там уже известно, что есть 6-я часть мирового урана. Эта 6-я часть, она высоко радиоактивная, не придется ее обогащать, что очень важно, что там имеются 32 из 36, не 32, там больше даже, там ну, более 30 из этих редкометаллов, которые, в отличие от других мест мира, и в отличие от территории Китая, где они тоже первое, скажем так, по количеству у себя там добывают, они в виде полиметаллов. То есть это сильно удобнее, когда один кусок руды у тебя уже содержит несколько букет из этих металлов, и тебе уже можно добивать из одного куска многие из этих нужные тебе. Другие они стоят в виде там сульфитов, в виде там оксидов, либо там хлоридов и так далее. А здесь полиметаллы. Эти полиметаллы имеют главнейшее стратегическое значение, потому что США опоздали и проиграли и потеряли Китая, потому что Китай владеет на своей и на других территориях 80% этих мировых редкоземов. А вот Гренландия там именно вот так. Так что Гренландия важна, нужна. И, естественно, дополнительная ценность. Китай разместил все свои большие, огромные, продолжает размещать квантовые компьютеры и дата-центры в Тибете для того, чтобы сэкономить деньги на охлаждение, потому что энергетический вопрос, мягко говоря, сверхострый. Там сам климат и сама высота все это предполагает и предоставляет, что называется, бесплатно. У Америки такой территории нет. Поэтому ледники Гренландии должны быть кулером для американских дата-центров и воспользоваться всем этим. Потому что соседняя территория с Канадой, но это не предполагает. Так что у Гренландии есть ценность другая, чем перечисленные территории, поэтому Дания не за 1,5 триллиона, не за 700 миллиардов это не продаст. И Дания, поскольку не могут сопротивляться военным образом, они начали играть, скажем так, на референдумы, на народовластие и на самоопределение людей. И они, грубо говоря, заполучили желание всех местных гренландских инуитских партий и населения, что им будет лучше и более гарантированно, и более честно, и более приятно, и даже более богато с Данией, чем с Соединенными Штатами Америки. В
вполне вероятно, в этом есть правда. Проблема в том, что, как в сказке, ты виноват в том, что мне хочется есть. Я могу это съесть, и мне никто не может в этом помешать. Да. Можно сделать это по-грубому, можно сделать это и по-другому. Значит, Александра, задача Трампа к марту месяцу получить контроль над ФРС, закрыть своп линии, которые сейчас ФРС открывает для его врагов, ЕЦБ и Банка Англии. После этого к июлю месяцу провести пиар-компанию по капитализации потенциальных месторождений Гренландии, чтобы это начать печатать деньги под это там 1,5-2 триллиона и закрыть долги по процентным выплатам госдолга. Потому что без этого выиграть ноябрьские выборы невозможно. У либералов, демократов задача помешать этому. Трамп кровь из носу, но должен к середине лета начать, грубо говоря, на период выборов снизить цены, налоги и раздавать деньги бизнесу, разным проектам, промышленности, американцам в целом. Сейчас перед ЕС выбор: отступить от конфронтации с Трампом и войти в новую систему безопасности вместе, или же они их раздавят. И Трамп в этом убежден. Проще говоря, будет полная капитуляция ЕС по всем фронтам, включая Украину, ибо пошлины похоронят экономику. Мне могут возразить, сказать, что ЕС повернется в Китай. Напомните, сколько военных баз КНР в ЕС. Шантаж идет полный, начиная с безопасности и заканчивая зависимостью от углеводородов. А по поводу медиа давления ЕС на Трампа, это поспособствуют только новые рамки со списком фейк-ньюс на стене Белого дома. Что скажете? Ну, очень грамотные комментарии. Поздравляю автора этих слов. Мне нечем... Я не вижу здесь вообще-то большого предмета спора. Короче, добавить нечего. Добавить, может быть, и есть что, но главное уже так хорошо и так структурно сказано, что могу просто поаплодировать, а поскольку есть и другие вопросы, лучше ответить на другие вопросы. Спасибо, Александра, за ваш комментарий. Ким пишет: добрый день, Александр Пламен. Просто хочется пожелать возобновить отношения между Россией и Болгарией. Мне родители рассказывают, что раньше, когда россияне ездили в Болгарию, то передавали различные посылки от русских болгар своим родственникам в Болгарии. Родственники в Болгарии проявляли гостеприимство, так и образовывались дружеские связи. Привет с Удоры, Республика Коми. То же самое было. Да, не, все правильно. Просто тогда был Советский Союз, который к этим вопросам относился бережно, ответственно, уважительно, и над этими вопросами работали обоюдно. Сейчас, после того, как руководство Советского Союза поздних 80-х годов предало сначала народа своего, потом параллельно с этим предали и продали все свои союзники, и предоставили новому большому брату, скажем так, все свои территории геополитической безопасности, которые были отвоеваны товарищем Сталиным, генералиссимусом Сталиным Второй мировой войны, как именно Варшавский договор и вот эти восточноевропейские страны. Это была гарантия Советского Союза, что в случае, если опять через век или через десятки лет эта Западная Европа опять захочет туда с нами воевать, у нас должен быть пояс безопасности, который первый встретит и дождется нашу подмогу для того, чтобы все это было защищено. Вот эти, которые говорили, что не надо нам кормить окраин, не надо нам кормить других, как будто они персонально их кормили, как будто все остальные не работали в системе экономической взаимопомощи, скажем так, сбалансированным клиринговым образом. Они даже не знают, что это был взаимозаменный взаимозачет. Это не было издержки одного, который несет и усыновляет другого. Как это было по поводу Африки и других стран, это дело другое. Но Восточная Европа вся работала, и все было в балансах. Поэтому здесь, в болгарском народе, на сегодняшний день 70+% населения продолжают относиться категорически и решительно только положительно к России и ко всему русскому, и относятся категорически отрицательно ко всему антирусскому, даже если это, опять же, русские, которые на сегодняшний день являются, скажем так, сведомыми украинцами. Здесь есть такие реалии. Соответственно, выбор нового президента, Болгария его рассматривает как прорусского, хотя он, конечно, натовский, и, наверное, в этом плане именно поэтому он сейчас выиграет более 50% на предстоящие выборы, потому что народ немножко опрометчиво, немножко необоснованно, но все-таки считает его прорусским кандидатом. И именно из-за этой прорусскости, на фоне всей этой вони, которая извергалась вербальным образом из всех колониальных марионеток, которые верещали последние 30 с чем-то лет, народ просто так назло, скажем так, в виде протеста будут голосовать даже те, которые... У нас 70 с чем-то процента не ходили на выборы.
70 с чем-то процентов игнорировали выборы последние 10-15 лет. Из этих 70% не голосующих, минимум половину сейчас пойдут и будут голосовать за Радева. Просто потому, что считают, что он более-менее приличный и нормальный человек, и он прорусский, или, по крайней мере, за нормальные отношения с Россией. И, соответственно, Радев получит достаточное парламентское большинство для того, чтобы... Ну, потом посмотрим. Я надеюсь, что будет чего обсуждать. Чат трансляции. Вопрос пламенный. Вдруг, Лариса Агеева пишет, а вдруг Трамп по всем правилам военного искусства шумит в одном месте, а копает потихоньку в другом? Это не вдруг, это так он и делает, то он и работает, и шумит параллельно на разных станках. Так оно и есть, потому что у них есть достаточно большие масштабные глобальные, скажем так, обязательства, которые они сами взяли на себя, руководить и эксплуатировать и отвечать за всеми странами и народами мира. И то, что в доктрине Донро они говорят, нам достаточно западное полушарие, это не означает, что они откажутся от своих интересов в других частях мира, по той простой причине, что в западном полушарии им сейчас придется, ну, грубо говоря, тратить время и силы на то, чтобы приструнить и, опять же, приручить или, как это назвать, контролировать этими процессами. А есть места в мире, где вопрос контроля и эксплуатации над этими территориями достигнут на уровне, который, ну, грех просто оставить кому-то другому, потому что они прекрасно понимают, кто туда придет. Поэтому, да, заметка совершенно правильная, и это не вдруг, это именно так и происходит. Александр спрашивает вопрос, а может России поднять вопрос об острове Шпицберген, как США с Гренландией? Это, конечно, интересный вопрос, но я думаю, что при этой кремлевской администрации, которая сейчас, пока Путин там при власти, такого субъектного, мужественного, скажем так, цельного и ответственного поведения, скорее всего, не дождаться. Я буду рад ошибаться, я с радостью в этом буду признаваться, но я думаю, что не стоит рассчитывать на вот эти торгаши, которые не войны, и на те предатели Советского Союза, прямые наследники которые, что они сделают что-то подобное. Сделают хорошо, тогда буду признаваться в своей ошибке. Ну, я думаю, что вряд ли придется. Разделят ли Украину? Исправят ли ошибку Сталина? А что за ошибка Сталина? Ну, это, я так понимаю, ошибка Сталина Западную Украину присоединять, а пишет пользователь, что Восток останется безлюдной, серой, отравленной зоной. Ну, Западная Украина, с учетом, скажем так, реалий времен Сталина, нельзя называть ошибкой Сталина по той простой причине, что после этой ужасной волынской резни, когда вырезали в том числе и младенцев в ручном режиме даже без помощи огнестрела, накопились, мягко говоря, такие ужасные отношения между западноукраинцами, поляками, русскими и всеми остальными, что приходилось проводить определенный обмен людей в рамках этих территорий для того, чтобы они больше не сосуществовали в территориальной физической близости друг с другом. Все поляки были переселены на территорию Польши, и все украинцы с территории Польши были переселены туда. В противном случае вот эта страшная рана в отношениях, ну, невозможно было даже регулировать на уровне, скажем так, бытового криминала, либо последующих восстаний. Поэтому сказать, что это ошибка Сталина, а что он должен был сделать? Оставить все эти 4 приграничные области Польши? Так если вы посмотрите внимательно на учебники этнографии, этнологии, вы увидите, что там проживают самые западные русские под названием русины. Они и сегодня проживают на территории Словакии, на территории Венгрии, на территории Румынии, на территории Польши, на территории, естественно, Западной Украины. Их что ли оставлять полякам? Так поляки тоже, ребята, не робкого десятка. Они тоже расквитались бы из-за эти жестокости, из-за эти зверства. Они как раз именно это и хотели. И сложно их в этом упрекнуть на фоне того, что происходило с их сородичами, скажем так, времен Волынской резни. Поэтому сказать, что это ошибка Сталина, а не ответственный шаг, который помог сберечь огромного количества населения и с той, и с другой стороны, и избежать какие-то дополнительные конфликты в будущем, ну, имеется в виду ближайшее поствоенное будущее, я бы, скорее всего, так не сказал бы. Столица юмора Гаврово в Болгарии. Прикольно там было. Интересно, существует еще? Ну как, конечно, существует, есть фестиваль, который ежегодно там проходит. Я не знаю, есть ли подобный аналог на территории России либо Украины,
ну, как сказать, габровцы принято считать, что они скряги. Они скряги до степени, что когда кошка, например, входит, ей отрезают хвост для того, чтобы тепло из дома слишком много не выходило, для того, чтобы кошка быстрее входила в дом. На базе габровцев есть огромное количество анекдотов, целые сборники, которые сейчас рассказывать не буду, но в Габрово вот этот юмор, вот этот самокритический, можно сказать, юмор живой, люди достаточно иронически относятся к своим местным особенностям, и это интересное место Болгарии. Кстати, Габрово есть район Этера, который стоит посещать. Я всех друзей с Украины и с России туда вожу. Всем это нравится. И из Габрова прямая дорога наверх на Шипку. То есть, если ты побывал на Шипке, грех не побывать в Габрово. Просто спускаешься с другого края Балканских гор, и ты уже в Габрово. Либо, если ты в Габрово, грех не сходить на Шипку. А на Шипке все это, там все эти памятники, все эти там пушки, все эти костница, все остальное там есть. Стоит. Габрово стоит. Габрово с окрестностями стоит. Да, друзья, всем большое спасибо, что сегодня мы побывали вместе в этом прямом эфире. Очень благодарен всем за внимание. Пламен, благодарю за время и мысли. Спасибо вам огромное. Всех благ всем. И братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не пьющие, не офицеры, друзья, троллы, боты, не друзья, специально попавшие на наши каналы или случайно попавшие на наши каналы, выключить, пожалуйста, и в этом году телевизоры, включите хотя бы в этом году мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует через неделю. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.